остыла. Чайки летят. Хочу показать вам богомола, который живет у нас на магнолии. Совсем недавно он был маленький, как муравьишка размером, а сейчас уже такой вырос. Они сутям талис меж богомола. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить хрустящие, ароматные, очень сочные домашние чебуреки. Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. Для теста мука, вода, оливковое масло и соль. А для начинки я взяла 2 вида мяса. Говядина, кусочек свинины и сало. И лук и специи. Подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала мы приготовим тесто. Нам нужно просеять муку. Это очень важный этап, потому что мука, если просеянная, значит тесто получается гладкое, эластичное, напитанное кислородом тесто. Я просеяла не всю муку. Делаем такое углубление. Остальную муку мы оставим для дальнейшего замеса. Наливаем сюда воды. Вода должна быть 60-70 градусов. Не сильно кипяток и не всю воду добавим. И не сильно холодная. Где-то 1,5 чайной ложки соли в воду добавим. 30-40 миллилитров масла. Можно подсолнечное, но мне нравится оливковое. Она дает сдобный эффект тесту нашему. И вот так замешиваем эластичное гладкое тесто. Сначала ложкой, так как вода горячая, и пальцем будет неудобно, некомфортно. А потом чуть-чуть замесим, и можно уже руками приступать. Уже получается тесто такой консистенции. Сложно ложкой мешать и сложно в миске. Мы будем перекладывать на нашу доску. Немного просеем муку. И будем замешивать тесто. Мы вот так вот вводим муку. И нужно замешивать тесто где-то в течение 5-10 минут. Тесто должно быть упругое, но в то же время не забитое мукой. Вот такое получилось у нас гладкое, эластичное тесто. Мы отправляем в пакет и где-то на 30-40 минут даем отдохнуть тесту при комнатной температуре. А за это время займемся начинкой. Можно вот так вот накрыть. Приготовим фарш для начинки. Сначала режем на кусочки, а потом будем перемалывать через мясорубку. Заранее скажу, что перемалывать нужно вместе с луком и чесноком 2 раза. Снимем шкурку от сала. И будем использовать вот такой кусок
Думаю, столько достаточно будет. Мгм. Сало даст сочности нашей начинки. Мгм. И лук порежем тоже. Перекручиваем мясо. Я чередую мясо, сало, лук. Все вместе. И так, когда мы все перекрутим, потом еще раз так же само. Готовый фарш перекручиваем второй раз. Вот у нас получился такой фарш. Теперь второй раз будем перекручивать. У нас получился такой фарш. Теперь мы приправляем солью. Соль, перец, любые приправы — это на ваш вкус. Я добавляю самое простое. Соль, черный перец и немного красного молотого сладкого перца. И добавляем сюда мелко порезанную кинзу. Угу. И будем сейчас все соединять между собой. При необходимости я подготовила воду, но мы будем смотреть по консистенции мяса. Может понадобиться, а может и не понадобится. Сейчас хорошенько вымесим и будем смотреть. Аня научилась кататься на велосипеде, теперь ее не остановить. Ани! Добавим немного воды. Вода должна быть холодная. И все. И вот фарш уже готов. Мы отправляем в холодильник где-то на полчаса. Тесто наше отдохнуло. Мы теперь будем делить на маленькие колобочки. Там. Вот такое оно стало мягкое. Угу. Должны поделить на 24 колобочка маленьких. Угу. Сначала займемся вот этой колбаской. Припыляем поднос, чтобы, когда мы сформируем колобочки, они не прилипали к подносу. И вот таким образом мы сейчас будем формировать гладкие колобочки, чтобы при раскатывании они были ровные и однородные. Так вот делаем. Туйле саном? Вот оно местах. И вот так мы формируем из всего теста колобочки такие. И потом в конце мы накрываем обязательно, чтобы тесто не заветривалось. Туйле спасибо. Аня, принеси арату.
У нас получилось вот так вот, и мы обязательно накрываем пленкой. И ждем где-то полчаса. И сверху даже полотенцем я накрою. Вот так. Аника Мац. Ага, апрес. Esi игрушта. Че айндерен, не питиганек. Че эти тогола менамикич. И вот эти вот. Вау. Угу. И вот так вот. Все, весь тряливаться, ну кутинг. Апрес. Ани теки наливаться. Паце? Виропе? Ой, вутень, вутень. Угу. Всё. Лав. Он Ани. Сейчас будем раскатывать наш первый колобок. Раскатываем не очень тонко, чтобы наша начинка не вытекала. Немножко подсыпаем мукой. Опрянин. Это чайки летят. Приблизительно вот такой вот толщины. Тесто не должно быть прозрачное. Краюшки хорошо. Вот так делаем. Фарш хорошо настоялся. Теперь берем 1 столовую ложку неполную и распределяем, не доходя до краев. Не сильно много кладем, чтобы во время жарки хорошо приготовился наш фарш. На половинку вот так вот. И накрываем второй половинкой. И немного смазываем края водой, чтобы хорошо закрыть шов. Вот так. Прижимаем пальчиками. Потом у нас тут вилочка есть. Сейчас вот так. Следим, чтобы воздух не оставался. Так, прижимаем вот так. Так точно наш фарш не должен вытекать. И потом фигурным ножом вот так вырезаем. Аккуратненько. А вот эти обрезки оставляем, чтобы проверить готовность масла к жарке. Сейчас немного тут осталось. Вот так. Мы сначала сформируем несколько штук, а потом будем жарить. Так вот оставим. И будем формировать дальше. Нагрели казан, теперь наливаем масло. Так, чтобы создать эффект фритюра.
чтобы наши чебуреки плавали в масле. Тогда они меньше впитывают этого масла, жира. Вот так прогреваем теперь масло. Все. Мы берем наши вот эти обрезки, кидаем в масло и проверяем готовность масла. Нет, еще не готово. Вот это тесто должно сразу всплыть. Bir. Ah, press. Esse kıkçenkimo. Спасела, не миропе. Это получились у нас как хворост. Мы можем посыпать потом сахарной пудрой и корицей. И будет это в качестве десерта. Сейчас я и забираю. Они уже прожарились, подрумянились на бумажное полотенце. Сейчас. Так. Сейчас я несу в чебуреки. Анель, пейте. О! Ну все, можно сразу несколько штук жарить. Они вот плавают в масле. Тушка цем, тушка цем. Угу. Они жарятся очень быстро, буквально по 2 минуты на каждую сторону. Можно немного вот так наливать маслом, купать их в масле. Этот первый уже можно переворачивать, я думаю. Оп. Все. Вот такие они у нас золотистые. Сейчас вот это принесу. Все, они уже прожарились. Такие красивые, золотистые, хрустящие чебуреки. Будем продолжать жарить. Сейчас еще вот этот возьму. Угу. Сейчас будем припылять сахарной пудрой наш десерт. И потом немножко добавим корицы. Это очень ароматный и напоминает вкус детства, как хворост. Вот так вот. Она сейчас впитается и будет очень вкусно. Вот такие чебуреки у нас получились. Хрустящие, сочные, ароматные. Аромат на весь двор наш. Вот такие они получились. Сочные, пропекшиеся. И очень вкусные. Друзья, спасибо, что были с нами. Пробуйте по такому рецепту, вам очень понравится. До новых встреч! Hammovani? Anime ateş ranitskir. Kalktırı hamuva. Мама. Tekir.